черный пакет. Я туда все собрала, что мне надо на похороны. Внучке своей сказала: Сюзанна, вот черный пакет, это мне одежда на похороны. И она всегда лежала тут на виду. А вчера ее убрала, разобрала. Я собираюсь жить. Алло. Алло, Зинаида Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Синтезит, компания. Ну, слушаю. Да, вот мы с нашим дистрибьютором из Москвы общались. Он мне переслал ваше письмо, и вот мы решили вам позвонить и записать наш разговор, чтобы вы рассказали про свои ощущения от приема синтезита, потому что тут такое интересное прям письмо, что вот вы пакет, который вы на смерть готовили, разобрали. Вот, соответственно, очень приятно с вами познакомиться, и хотелось бы услышать какие-то, знаете, вот, ну, что у вас происходило, почему вы собирались умирать, и как вам помог синтезит, как говорится. И это рассказал, да? Да. Да. Я с 75-го года болею, с 40 лет пошла по больницам. Угу. У меня ревматизм был. И вот я 10 лет каждый год в больницах. Угу. Потом одна врач дала мне свои записи. Она была в Ленинграде, в институте, где лечат голодом. Угу. Я прочитала, и там прочитала 11 дней голода полностью излечивает ревматизм. На завтра я уже не ела. Проголодала в 84 году 21 день. До сих пор больше с ревматизмом не лежала. Через год я оставила работу, а я химик, учитель химии. Астму заработала себе. У нас же опыты, на каждом столе реактивы, все. Ну, астму заработала. И вот я думала, я еще раз поголодаю и буду как новая монетка. 26 дней проголодала, но астма так и осталась. Вот. Ну, а потом раз астма, это же и на сердце нагрузка, и на все. Конечно. А сердце у меня с пороком с рождения. Плюс война, плюс голод, холод, в общем, все. И голод не помог, все-таки я болела и болела постоянно. Сердце тахикардия добавилась, слабость такая. И все время ж надо что-то делать, и дети маленькие, и все. Вот. Так что я борюсь за себя как могу. Но все равно и старость уже 83 года. И все, и вот все это сказывается, слабость такая. Радикулит замучил. О, Господи. И вот так вот сижу на этом стульчике, и все в телефоне, в Ютубе все смотрю, читаю, и вдруг вот попалось мне синтезит. Но мне ж интересно. Главное, живое железо. Как это живое? Дальше больше. Прочитала все, что могла. Добралась до формулы. Ну, формула не важна. Главное, что это органическая соль. Железо органическое. Карбоновые кислоты. Вы ж там ступенчатые реакции шли всякие. Это мне понятно все. И вот такое интересное действие, что оно стимулирует и работу крови, насыщение кислородом, и даже образование клеток и уборку ненужностей всяких. Это вот я сейчас соседке своей объясняла, что в организме природой заложено на 1000 клеток нормальных одна стволовая. И она играет роль, как я сказала, дворника и строителя. Она убирает все ненужное. Ну, это как там, что, это другой вопрос. Но, в общем, она выводит из организма. И тут же вместо этих выведенных строит новые клетки. Я суть правильно объяснила?
Но стволовые клетки, они же являются, они когда дифференцируются, то есть появляются новые клетки от потребности организма. И эти новые клетки, они заменяют изношенные клетки. Ну, я так и сказала, что те они выводят, а вместо них строят новые. Я все Ну, правильно ну, в том сказала. числе, да, в том числе, да, да, в принципе, да. Ну, Угу, и вот я ей сказала, что вот это вещество, цитрат железа, который входит в состав синтезита, угу, он удвоил, обладает вот такой способностью удвоить количество стволовых. Это если от природы у меня была одна стволовая клетка на 1000 простых клеток, и я дожила до 83 лет, то что ж будет со мной, если у меня будет 2 стволовых клетки? И вот угу. когда я ей этот вопрос задала, она поняла, что это чего-то стоит. Ну да, да, да. И вот после этого она прям так светло посмотрела на меня. Да, я, говорит, тоже закажу. Ну, это ж дураку понятно, если одна была, да 83 года прожила, а 2 будет. Ну да, но Ну вот, организму все равно восстановиться надо, конечно. То есть все равно там очень много вот починить, поэтому, обновить весь организм. конечно, или одна клетка, одна пара рук работает, или 2 пары рук работают. Угу, Разница есть. угу, угу, Вот. Ну вот, и мы уже заказали Ванечке. Он уже отправил. угу, Ну, в общем, какие изменения? Он мне сказал, когда я получила первую. Вот. Ну, а я вот, раз я такая рисковая, я все новое, мне нравится, я много выписываю, угу, пробую. Я 2 раза очистила кровь кардитонусов. Мне стало намного легче. угу, Сердце у меня, левая сторона груди, постоянно болела. Вот от ревматизма, от всего. угу, После кардитонуса у меня эта сторона спокойная. угу, Это же хорошо. угу. Вот я везде и смотрю все новинки. И вот этот, когда получила синтезит, этот Ваня говорит, чтобы проверить, как он действует на вас или нет, выпейте сегодня 2 капсулы. Я выпила. О, это был кайф целый день. А можно поподробнее, да, что? У меня в организме было столько тепловой энергии, Угу, прямо вот как будто меня накачали. Вот теплом вот этим. угу, Ничего, никаких других изменений не было. А вот столько тепла, вот прям по всему телу, как будто у меня тут какой-то генератор стоит угу, угу, тепловой. Вот. Ну, главное, что я поняла, да, работает. И все, я стала пить по одной. Где-то, наверное, на 6-й день. Утром я проснулась, угу, ноги опустила, а у меня радикулит. До угу, этого такой тяжелый радикулит. Уже я 2 года назад мучилась с этой ногой 7 месяцев. И вот опять сейчас прям выворачивает ногу. И вот я встала, ноги опустила, а встать боюсь. угу, Встала, пошла. Иду и удивляюсь. Я иду. Пришла снова, села. угу, Опять опустила ноги, встаю. Пошла. И я хожу. Понимаете? угу. После 6 капсул я этот радикулит победила. Ну, это уму непостижимо. Одно это, уже это большая победа. Ну И вот да, я да. хожу. Да, сегодня я пошла эту соседку приглашать. Угу, Пойдем, говорю, я тебе что-то расскажу. А у нас дом стоит от ворот далеко, 25 метров. Я ей от ворот говорю: Валя, смотри, как я иду. Ты смотри, как я иду. И вспоминай, как я ходила. Ты помнишь, говорю, как я ходила? угу, И угу. показала ей. Ты помнишь? Да, вот и ты хромала. Ну вот, я хромала вся, какое как ходила. А сейчас я иду чуть ли не в припляску. Ух ты, да, да, здорово, здорово. Но это частность, конечно, там еще и другие должны быть результаты.
Ну, это да, но это главное. Мгм. Теперь, раз я тогда не ходила, я такая слабая была. Вот у меня есть креслица тут. Сижу я на этом креслице и сижу, роюсь в этом Ютубе. А сейчас я встаю и делаю дела. И уборку, и то, и все, и стирку, и все, что-то делаю. И Мгм. раньше было, то чуть наклонилась, задохнулась, это ж астма. Чуть наклонилась, опять сижу, уже задохнулась. Мгм. А сейчас делаю себе и делаю, делаю и делаю. Ну, то есть Ну, появилась вроде как, энергия, силы жизненные появились, да? да, сила у меня, сила. И меньше задыхаться стало. Мгм. Мгм. Вроде где-то что-то прижмет, этим ингалятором фукну, и все. Если чуть что-то подустала, вот села, вот минутку посидела, я опять поднимаюсь и пошла. Понимаете, это прямо замечательно. Да, И я да. и уборки, я и стирки, я и все делаю, и готовлю, и все. А раньше я приспособилась. У нас продают лепешки Мгм. сырные. И вот, чтоб не готовить, я жила на этих лепешках. 3 М. лепешки в день мне хватало. А сейчас стала уже кое-что готовить. Ну, замечательно, Вот. замечательно. Так уже и на работу Это скоро пойдете опять. нет, не пойду. Если бы так вот, ну вот я учитель, если бы вот на дому по одному, да, я смогла бы. А в класс, конечно, я уже не рискну. Я уже даже сходила в магазин в ближайший. У нас тут 3 квартала. А так у меня помощник. Что надо, я или пишу ему, или он приезжает, я сажусь и поехали. Мгм. Так это сколько денег я трачу. Ну, конечно. Да, Зинаида Что-то в Андреевна, да. огороде сделать, у меня другой помощник. Вот так. Мгм. Мгм. Ну, Вот. ну Это супер. большое дело, сила есть. Я думаю, я собираюсь пропить 6 месяцев. Мгм. И если я все 6 месяцев пропью, то я думаю, тогда я уже смогу свободно ходить и все. Сейчас еще пока не рискую далеко ходить. Но по дому я уже свободно хожу, делаю все. Это здорово. Потом вот на пальцах у меня на правой руке суставчики, вот на указательном и среднем, Мгм. прямо под ногтем суставчик, Мгм. стали опухать и болеть. Сейчас и опухоль прошла, и не болят. Теперь чашки можно брать, чашечку чайную. Мгм. Мгм. И Мгм. еще у меня интересная вещь, это я сегодня заметила. Я в прошлом году полезла шторы снимать, ну и не долезла, в общем, упала, кувырнулась, и ногой прямо об край стола. И Мгм. вот на ноге, на голени, вот эта острая длинная кость, Мгм. и я ее обломила кусочек, так, полукругом, сантиметра на 3. И у меня дыры не было, а оттуда стало то ли это вена, то ли это просто мышцы вылазили таким бугром. Мгм. Сантиметра 3, если не больше. Так и было все время, так и ходила. А сегодня что-то так рукой цапнула. А где бугор-то? М. Бугра Мгм. нет. Мгм. Так только чуть-чуть возвышенность. Я давай щупать эту кость. Она ж зарастает. Вся эта обломыш там где-то остался. А вот М. эта выемка Мгм. зарастает. Ну, Это тоже интересно. интересно. Интересно, Да. да, да. То есть вы же понимаете, что если снаружи такие изменения, то внутри-то органы тоже меняются, понимаете? Они там чинятся Ну так вот она потихонечку. внутри, под кожей. Дыры Мгм. нет. И Мгм. не было. А вот кость там зарастает. Вот. А еще что? У меня, ну, раз я все время болею, уже давно приготовилась умереть. Мгм. Черный пакет. Я туда все собрала, что мне надо на похороны. Внучке своей сказала: Сюзанна, вот черный пакет. Это мне одежда на похороны. Мгм. И она всегда лежала тут на виду. А вчера ее убрала, разобрала.
Я собираюсь жить. Хорошо, хорошо. Это главное, да, что есть Это желание, главное, да. честное слово. Я собираюсь жить. Я терпеливо пропью, и если за 1 месяц уже я хожу, я стала улыбаться, у меня хорошее настроение, я сижу и поймаю себя, опять улыбаюсь, сижу. Мгм. Вот. Спать крепче стало. И прям хочется, особенно первое время, вот прям вот спала бы и спала. Но, видно, организм сил набирался, поэтому вот так вот. Да, и вот я сейчас чувствую, что у меня сила появилась. Ну, ноги ходят, сила есть, все делаю. Ну, это же здорово, это же прямо здорово. Ну, И вот конечно. своим всем, кому я могу, всем сказала, всем рассказала. И вот одна только вот моя соседка, я ей прям вот как вот так рассказала, как вам рассказываю. Мгм. И она тут же, запишите меня, у нее, она не умеет по телефону, у нее есть, ну, вы, говорит, со своего закажите. Мгм. Ну, вот я заказала и себе, и ей на следующий месяц уже. Вот, а что-то еще я хотела сказать. Ну, Зинаида Андреевна, мне кажется, добавить-то Ну, в больше в общем, принципе нечего. Уже понятно, что жить вы хотите, знаете, что будете жить, что у вас все да, только лучше да, становится. Ну, да. замечательно, замечательно. А вот сыну, старший сын у меня в Германии. Мгм. Ну, вначале я, когда еще сама не видела, что и как, написала. Мгм. Ну, там не так она, ой, не так он, как она, жена его. Мгм. О, лохотрон, этот лохотрон, что у нас деньги лишние, вечно ты с лохотронами. Я Мгм. говорю, я Мгм. еще ни разу за лохотрон не кинула деньги. Я же все читаю. Мгм. Если я дошла до формулы, то я ж, наверное, что-то думаю. Мгм. И так же вот они мне, ты вот таблетки, таблетки. Я говорю, я ни разу не выпила ни одну таблетку просто так. Хоть врач мне выпишет, хоть кто. Я ее всю прочитаю, всю. И определю, нужна она мне эта таблетка или нет. Вот Мгм. так же и вот это. И вот они, там, это, жена его оскорбила прямо меня. Сказала, сынок, пиши один. Ну и он теперь все-таки интересуется. А у нее отец старый больной. У Мгм. него рак предстательный. Мгм. Я говорю, вы спасите отца. Ну, себе не хотите, боитесь. Ну, попробуйте на отце. Дайте такую ему возможность. Мгм. Пенсию он получает, денег ваших не истратит. Ну вот, и стала каждый день писать, что у меня изменилось, что мне лучше стало. Мгм. Теперь он уже сам спрашивает, что, как у тебя, как у тебя. И вот сегодня я опять и вот это, и вот это, и вот это все написала. Ну, попробуй, сынок, ну, рискни, что тебе эти $100? 3 месяца пропей, ведь это не так много. Мгм. Силу почувствуешь. У него также вот пальцы на тяжелой работе, вот от тяжести эти все побил мышцы, эти нервы. Ходит на массаж. Что тебе массаж делает? Мгм. А этот синтезит, он тебе восстановит все. И пальчики, и мышцы, и нервы, он тебе все восстановит. Ну, попробуй, ну почему вы такие, я говорю, не рисковые прямо? И ноги болят, приходит с работы, говорит, прихожу, падаю. Ну да ты, пусть тебе добавит он силы-то. Будешь приходить и камни вот эти тяжелые таскаешь. А потом они, говорят, тебе станут как камушки. Будешь Мгм. их перекидывать. Да, да, да. Ну, не знаю. Но он уже мне поверил. Он уже немножко так склоняется к тому, что да, это что-то хорошее. Ну, буду писать, результаты все время буду писать. Ну, Только, говорю, вы хорошо. сами, если не хотите, ну, вы попробуйте на отце. Спасите человека, умирает ведь рак. Мгм. Ну, хотя И бы пусть будет вам, говорю, расскажут ему, конечно. Хотя бы пусть расскажут. всю жизнь будет благодарен вам. И что ж это, отец, разве плохо, когда отец есть? Мгм. Он там ему и на дачу помогает, и все. Сделай, говорю, это.
к ней не обращаюсь уже. Если есть такая возможность, как-то помочь себе, ну, обязательно ж надо это использовать. Мгм, Я так мгм. считаю. Да, да, все правильно Так что считаете. спасибо за синтезит. Работайте, улучшайте. А вот эти вот, я так вот уже думала, почему возник вопрос вот создать вот такое вот вещество, которое будет помогать людям. Вот эти все фриски, еще там кто брал, но они вводили чужие себе, и организм не принял эти половые Конечно, клетки. конечно, конечно. А здесь образовали свою родную, Мгм, только что увеличили количество. Это мгм. же здорово. Да, да. Причем не стимуляцией, а именно помощью организму. То есть организм сам это делает, это не стимуляция. Да, организм свою собственную делает. Ну, замечательно, замечательно. Ладно. Я желаю вам здоровья, чтобы у вас вот ваши улучшения стабилизировались и Спасибо. потихонечку вот вы молодели, улучшались. А всем, кто слушает, кто смотрит, даже не сомневайтесь, это вам говорю я, Зинаида Андреевна. Моих Хорошо. учеников по всему миру много. Девочки, мальчики, кому нужно маму спасти, себя поддержать, берите, не сомневайтесь. Синтезит – это вещь. Это супер вещь. И Хорошо, будем Зинаида жить с Андреевна. вами за 100 лет. И даже, может быть, и больше еще, да. Может быть, и больше. Если будет постоянно, это ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Молодцы, работайте. Хорошо, ладно, Спасибо спасибо. вам всем. Спасибо большое. Желаю вам Ага. здоровья. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо, до Всем свидания. привет. Хорошо, До хорошо. свидания. Хорошо, всем передам. Спасибо, до свидания.